В Москве убит генерал Игорь Кириллов. Еще один танкер подал сигнал бедствия в Черном море. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. Расскажем все самое важное к этому часу. Появляются новые подробности убийства генерала Кириллова и его помощника в Москве. Убийство могла организовать Служба безопасности Украины. Об этом пишут ряд СМИ, в том числе Рейтер и BBC, со ссылкой на источник в ведомстве. Напомню, что утром в Москве был убит генерал войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Также при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов. По предварительной версии, взрывное устройство сработало в самокате у подъезда жилого дома в Москве. Кириллов известен громкими и одиозными заявлениями. Например, он обвинял Украину в использовании боевых гусей и комаров. Возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь лихорадки западного Нила. О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначен для распространения в воздухе зараженных комаров, о которых мы говорили ранее. Также генерал находился под санкциями Украины и Великобритании. Кроме того, сегодня поступило сообщение о бомбе в машине главы Думского комитета по обороне Андрея Картополова. Аноним представился завербованным Украиной россиянином и сообщил о взрывном устройстве в автомобиле депутата в оружейном переулке. 5 человек погибли в ДТП с грузовиком и легковой машиной в Ульяновске. Об этом сообщает агентство ТАСС. По предварительной версии, водитель «Шевроле Кобальт» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком МАЗ. Водитель и пассажиры «Шевроле» погибли, водитель МАЗа доставлен в больницу. Еще одно происшествие. Мужчина с ножом напал на нескольких человек в Ростове-на-Дону. Он задержан. Одной из жертв нападавший нанес 40 ножевых ранений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным Ростовского следственного комитета, он подкараулил девушку на лестничной клетке в подъезде. Девушка скончалась в больнице. Позже мужчина напал на подростка, тот остался жив. Точное число пострадавших уточняется. Агентство ТАСС пишет, что нападавший страдает психическим расстройством и был ранее судим за кражу. В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения десятков километров побережья мазутом. Это последствия крушения 2 танкеров «Волга-нефть» в Керченском проливе. О загрязнении сегодня сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Местные жители публикуют видео пятен мазута на берегу моря и застрявших в мазуте животных. Как помочь-то вам? Помощи просит. Бедненькая. По оценкам издания агентства, экологическая катастрофа затронула не меньше 35 километров побережья. Местные жители жалуются на запах газа и нефти, от которого тошнит и слезятся глаза. Нефтяные пятна, просто, смотрите, я их не понял, сначала дышать было невозможно, думал, что у меня машина дымит. Все, нефть пришла к нам. Капец. Добавлю, что на борту 2 танкеров, потерпевших крушение, находилось около 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Сколько именно вылилось в море, неизвестно. И по данным СМИ, в Черном море еще один танкер подал сигнал бедствия. Это «Волга-нефть-109», который находится вблизи порта Кавказ. По данным ТАСС, герметичность корпуса 3-го танкера не была нарушена. В Морспасслужбе заявили, что утечки в море нет и экипаж в безопасности. В Москве мужчин, пытающихся избежать участия в войне, закрывают в специальном изолированном призывном пункте. Об этом сообщил юрист Лев Карманов. По его данным, этот пункт построили рядом с зданием единого пункта призыва специально для уклонистов. Там еще чаще признают больных людей здоровыми и игнорируют установленные законом отсрочки. Кроме того, в этом пункте более серьезная охрана. Туда не пускают адвокатов и родителей. А Пентагон, штаб-квартира Министерства обороны США, подтвердил, что солдаты КНДР понесли первые потери в Курской области. Ранее об этом заявляли украинские источники. Точное число погибших и раненых неизвестно. Цитата. «По нашим оценкам, северокорейские солдаты участвовали в боях в Курске. У нас есть данные, что они понесли потери как убитыми, так и ранеными». Об этом сказал журналистам официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.
И пару слов об итогах года. Больше всего за 2024 год россиян разочаровал рост цен. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков агентства Provision Communications. Рост цен расстраивает почти 80% респондентов. Среди других лидеров списка разочарований года – блокировка YouTube и обвал рубля. Замедлением работы видеохостинга недовольны более 40% россиян. Валютные колебания расстраивают более четверти опрошенных. Российская Госдума фактически запретила иностранным агентам зарабатывать деньги. Сегодня депутаты приняли закон о спецсчетах для иностранных агентов. Законопроект предполагает, что лица с этим статусом должны перечислять на спецсчета доходы от интеллектуальной деятельности, деньги от аренды и продажи недвижимости и автомобилей, а также доходы от вкладов. При этом воспользоваться деньгами можно будет только после снятия статуса иноагента. Кроме того, депутаты приняли сегодня закон, позволяющий исключить Талибан из списка террористических организаций. Также они внесли поправки в Уголовный кодекс, расширяющие понятие госизмены, и приняли законы об усилении наказания за вооруженный мятеж, вплоть до пожизненного лишения свободы. Правозащитник Владимир Казанцев умер в колонии в Челябинской области. Об этом сообщает издание «7 на 7». Причина его смерти неизвестна. Мужчине было 52 года. Он возглавлял организацию «Экологический консалтинг». В 2022 году его приговорили к 4 годам колонии за мошенничество. Но близкие считают, что этот срок был попыткой помешать его деятельности. Это все новости к этому часу. Подробнее об итогах дня мы расскажем в программе «Воздух». Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Увидимся. Пока.